Я что хотел рассказать. Короче, получается, смотри, идут два типа. Я так понимаю, что это батя и сын. Но сын не молодой уже, там, я не знаю, ему лет 20. И батя тоже как бы такой, ну я даже не знаю, сколько ему лет, потому что херово выглядит, но такой лет 45, допустим, да, 45. И вот британцы, кстати, вот интересный факт, что британцы делятся на два типа людей. То есть есть вот эти вот британцы такие вот, такие тонкие все, да, такие все как будто элита. А есть, наоборот, такие прям как наши с рабочих кварталов. И вот этот был как наш с рабочих кварталов. То есть этот дядя как будто отсидел 15 лет под Воркутой. То есть вот он даже как бы с татуировками такими не синими, но черными и непонятными. И знаешь, как он самое что интересное, как он ходил? Он получается вот так вот, как наши типы, вот так вот. Я прям сзади этот походку, то есть я аж вспомнил эту приднестровскую походку тяжелых людей, когда, знаешь, они идут куда-то там в клуб без футболки, вот эти типы серьезные. И то есть я вот вставлю сейчас, у меня есть это видео, вы сейчас сами увидите это видео. То есть, ты его заснял? Я заснял сзади, его достал из-под тяжка, конечно, как можно было не заснять. Сейчас увидите, какой тип. И то есть вот он идет, и я понимаю, вы вот, если бы вот люди, вы бы хоть увидели бы мое понимание мира, мои знания, вы бы хоть взглянули на него, как человек может так противоестественно жить и ходить. То есть у него все это приподнято вверх, здесь напряжено, руки вот так вывернуты, вот так канает, как павлин, ноги в разные стороны. То есть это такой трансформер, я тебе говорю, это такой человек, который искалеченный. То есть он думает, что он в порядке, он думает, что он может быть даже крутой. Поэтому он как бы и бухает, они закладывают всегда такие люди, употребляют всегда, потому что им как бы плохо, да. Но в целом вот он идет, и я вижу, что это просто урод. Понимаешь, это как бы урод. Именно не в том плане, как оскорбление, что он плохой человек, а как урод, как Франкенштейн. Что с ним сделали? Это вообще другой человек. Это мог бы быть вообще другой человек. Другая судьба, другая личность, другая внешность. Это просто не он. И понимаешь, в чем абсурд вообще нашего мира? Что вот такие 80%. Я вижу, это просто, знаешь, 10 из 10 прям, это смотреть нельзя, насколько урод. И аж смеемся, да, типа над ними. А вот вы реально думаете, что вот ты садишься в такси, и там вот этот тип абсолютно неадекватный, несет чепуху, исполняет, в голове бардак полный. Вы реально думаете, что вот этот такой человек, он таким родился, чтобы быть таким мудаком? Так это и есть мудачество вот это. Это и есть неврозы. Нереализм вот этот в поведении, это и есть зажимы. И вот просто одни люди зажимаются более-менее под социум удачно и выглядят, как будто бы они адекватные. А другие вот настолько сильно. И это все просто маска, потому что он чувствует внутри себя полную неуверенность, слабость, зажимность. Из-за этого он напыжился, как фазан, который раздул хвост, типа я тоже большой, и я тоже могу быть серьезным. На самом деле это в любом случае, если копнуть туда, там будет вот эта вот вся как раз неуверенность, слабость и так далее, и так далее. Потому что нормальный как раз человек с инстинктом власти, он на спокойнике, он как я ходит. Ты же знаешь, как я хожу? Да. Как я хожу? Вот как бы типа... Объясни очень людям. Расслабленно, очень легко, спокойно, но по сильно. Центру всегда как бы, да, вот неосознанно. Да. То есть, вот, чтобы вы понимали, это не так, что я типа, знаешь, опять же, ты не можешь казаться, ты должен только быть. То есть ты не можешь создавать вид, если ты думаешь о том, чтобы произвести впечатление сильного, ты уже слабый. Понимаешь, в чем прикол? Я об этом не думаю, я просто иду. И как бы оно автоматически так получается, меня автоматически ведет на эти рельсы. Люди автоматически как бы расступаются не потому, что я там их хожу плечом задеваю, а потому что они так тебя воспринимают, потому что они считывают твое подсознание. А твое подсознание это и есть ты. И не потому, что ты как бы пыжишься. Да, я же говорю, нет. Людей, которые пыжатся. А ты как бы настолько мощно идешь, что кто-то, кто слабенький, он побаивается тебя. Кто-то, наоборот, очень смотрит, что интересно. Чаще всего вот реакция вот объективно, согласись, то есть всегда чаще реакция вот такая, ну я не знаю, как сказать, неправильное слово восхищение, нет, не восхищение, а как бы интерес, приковывает внимание, да? То есть потому что высокий, да, 1,85 м, высокий, борода такая большая, то есть как бы интересно и внешность необычная, не то, что там красивая, необычная, уже как бы внимание приковывает. Но дело в том, что я был с такой внешностью всегда, плюс на минус, и раньше, когда мне было 20 лет. Силы такой у тебя не было. Но силы не было, конечно. То есть вот все, что дальше следует от тебя, лук, стиль, вот там прически и так далее, это все лишь дополнение вот в этот каркас энергии внутренней. Ребята, а эту энергию ее нельзя никак сгенерировать по-другому, кроме как она настоящая, жизненная.
И вот эта вот свобода внутренняя, про которую я говорю, вот этот разблокированный инстинкт власти, это не про то, что я великий герой, я всегда побеждаю. Это не про то, что ты умеешь драться, и поэтому ты типа ходишь, ищешь кого задеть. Это не про агрессию, что ты можешь на кого-то наехать и за счет них самоутвердиться. Это наоборот, как бы система анти-наезда на тебя. Это система анти, ни у кого даже мысли не будет на тебя наехать или как-то, потому что с каждый человек с полоборота, я, будучи сильным и так далее, полоборота вижу, вот этот вот парень серьезный, вот этот мужчина серьезный, вот эта женщина знает себе цену, а вот эти вот бедолашки, понимаешь, просто сильный человек, он чем и сильный, что он наоборот никогда не будет использовать эту силу против бедолаги до тех пор, пока как шавка не начнет открывать рот, понимаешь, да? До тех пор, пока не начнет не по статусу как бы вести себя, говорить и наоборот задевать тебя. Тогда ты как бы быстро ставишь на место, типа, и убежала. Но в целом, то есть ты сразу видишь, и наоборот, если ты беззажимный, то у тебя желание помочь, поддержать, разговорить, вот так это все происходит. И сразу же это видно. И нету такого, с одной стороны, как бы, да, в обществе, получается, у нас как принято. То есть у нас принято, что все хотят стать сильнее, но не всем дано стать топами, безусловно. Но я хочу просто дать вот вам это понимание, что нету столь очевидной разницы в социуме, что вот этот вот открытый, яркий звезда, а это такая чепуха, что даже не может выйти из дома, потому что ему стыдно, и он в неврозе, в социофобии. Нет у нас это болезни, понимаете, ребята? Есть люди, которые более, как я, горящий огонь. То есть я могу через камеру тебя завести. Ты смотришь, ты как бы начинаешь как бы идти на эту энергию. Это как бы мой дар. Это, безусловно, не каждому дано. Но каждый может сесть и спокойно делать по-своему, через свой яркий дар, через свою энергетику, через свой, вот через свой образ. А по факту в итоге до камеры, допустим, добираются только там 3%, 1% людей, понимаешь? Потому что остальные не могут себе позволить. И вот в жизни все так строится. То есть одни вот проценты, 2, 3, 5% мужчин забрали все деньги мира, всех самых красивых женщин мира и так далее. Это неестественное распределение. Это потому что вы сломались, вас сломали. И вы не понимаете, что это просто есть внутри вас зажимы. Нету такого, что этот человек имеет все блага, всю яркость, все внимание в мире, а вот этот человек просто на уровне живет в своем маленьком мирке, ужасном мирке, сером мирке, серая работа, серое все, серые отношения. Ну нету такого, ребята. Это все, смотрите, то есть мне сейчас 35 лет, и вот сейчас вот моя жизнь для меня абсолютно мне комфортна. То есть, конечно, мне есть куда стремиться, я хочу какие-то результаты, это понятно, все выше, выше, сильнее, это понятно. Но в целом, то есть я живу по своему как бы мнению, по своему желанию, по своей свободе. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что я хочу и вот через 3 месяца еду туда. И еду, например, в Париже. И в Париже живу 3 месяца. А потом, например, говорю, я хочу ехать в Дубай. И еду полгода в Дубае. И живу там-то, там-то. То есть я, получается, хозяин своей жизни. Я выбираю ее. Но были времена, когда я не то, что так не выбирал. Я не выбирал даже вообще, даже общество, в котором я окажусь сегодняшним вечером. То есть вот настолько ты как бы полностью не контролируешь свою жизнь. И это не потому, что, поймите, это не потому, что там типа сейчас появились деньги и так далее. Тут тоже огромное заблуждение. Вы почему-то считаете, что деньги, это получается, типа вот у одного человека есть деньги, у другого нет. Типа, конечно, если бы вот у меня были деньги, то я бы тоже так жил. То есть это же такой абсурд. Деньги есть уже показатель того, что ты так живешь. Не деньги делают тебя, а наоборот. Потому что, смотри, у меня тоже есть здесь доказательства. В 2012 году я жил тоже очень богато. Я подкопался к теме, в интернет-теме, онлайн-теме. На меня работали 6 человек. То есть это выходило на десятки тысяч евро в месяц. То есть я бы даже сказал, что свободных денег иногда сейчас у меня даже меньше, чем тогда у меня было. Но есть такое понимание, умение обращаться деньгами. Это что значит? То есть смотри, допустим, если бы я тебе сейчас дал 500 тысяч евро и себе бы взял 500 тысяч евро, и мы бы посмотрели на дистанции в 2 года, то мы бы увидели, что мы эти деньги потратили совершенно по-разному. Вот этот вот навык, умение пользоваться деньгами, он идет вследствие внутренней свободы, опять же. То есть ты бы, скорее всего, на эти деньги бы просто-напросто либо слил их по тупости, вообще прокутил, там, купил бы какую-то херню, либо ты боялся бы за завтрашний день и вложился бы, типа, купил бы квартиру, а вдруг завтра что? Типа, вот купил бы какой-то такой быт, чтобы себя застраховать, потому что ты внутри себя чувствуешь слабость, и ты знаешь, что придет завтрашний день, а ты как бы не можешь за себя постоять, ты не можешь себя защитить, ты как будто бы не нужен миру. Понимаешь, у тебя вот эта слабость тотально, она идет внутри. А я на эти 500 тысяч евро, знаешь, что сделал?
сделаю. То есть я буду здесь и сейчас, в моменте, в каждую точку времени жить на максимуме. Вот что я буду делать с этими деньгами. Потому что я знаю, что если я сейчас зажмусь и пойду на понижение, то это начнет вызывать последствия, динамику понижений, ты понимаешь? То есть мы есть не только тот, кто мы есть, а еще и тот уровень, с которого мы вещаем, тот уровень, как мы выглядим, тот уровень, где мы ходим, тот уровень, с кем мы общаемся. То есть это все работает как одна единая матрица, слепок. И, соответственно, если ты начинаешь выбирать более нижний уровень этого слепка, то даже вплоть до того, что твои мысли, которые приходят в тебе в голове, твои ролики, все начинает идти на понижение. Твои бизнес-идеи, все на понижение идет, понимаешь? И получается, так как я уверен, что бы ни произошло в этом мире, я конкурентно способен. А это идет от того, что я беззажимный. А я беззажимный идет от того, что уже этот канал просто переполнен, более 100 роликов о том, что такое зажимы. То есть, если вот впервые вы увидели, объясняю просто вот в 2 словах. Вы думаете, что ваши проблемы в неуверенности, во всяких вот этой вот нереализация, неуверенность, стыд, стеснение, вот это вот все напряжение, вы считаете, что это все в голове в виде мыслей. А я объясняю это в концепции своей другого взгляда на человека, что мысли это лишь уже следствие, а это живут микротравмы, психотравмы из детства в вашем теле, прям в виде напряжения. И когда ты убираешь эти застрявшие импульсы из тела, в мыслях автоматически все начинает работать так, как это должно было работать изначально. То есть, еще другими словами, вы сейчас не какие-то там стеснительные или какие-то неуверенные, нереализованные, а вы просто поломанные, понимаете? То есть, если вас починить, вы начнете работать как исправное устройство. А так как вы сейчас поломанное устройство, то вас лагает, вы сбоите. То есть, вот эти вот зажимы все в теле, они вызывают зажимы в голове. А зажимы в голове это и есть стеснение, неуверенность. То есть, насколько это все очевидно, как это можно не понимать, я вот честно не понимаю. Это как работает? То есть, у тебя есть норма того, что тебе разрешено. Норма того, что вот тебе позволено. Потому что у тебя есть свое самомнение о себе, и плюс есть такая структура, которая называется в психике, как субличность. Она называется надсмотрщик. То есть надсмотрщик это вот, прикинь, совокупность всех твоих психотравм, всех твоих нельзя, всех твоих вот плохих ситуаций, оно образует как такую некоторую защитный слепок. Типа защитный, чтобы ты не попал в этот капкан еще раз. И получается потом, когда ты живешь уже в мире, вот эта система контроля, она постоянно с тобой. И оно тебе говорит, что вот не высовывайся выше суда, потому что пойдешь выше, ты помнишь, что было. И оно тебе тык-тык-тык-тык-тык, ты руки, оно может разговаривать с тобой голосом мамы, бабушки, воспитателей, то есть тех людей, которые на тебя в детстве оказывали давление и контроль на тебя оказывали. Оно может тебя разговаривать твоим голосом, твоим внутренним, типа это как будто как интуиция, типа да не гони, давай вот это сейчас позже, типа да это тебе не очень-то и хотелось. То есть оно разводит. То есть надсмотрщик это такая штука, которая никогда тебе не скажет что-то сделать, оно тебе скажет, что не сделать. Вот чем оно отличается от интуиции? Интуиция говорит тебе, что делать, а надсмотрщик говорит, что тебе не делать и почему. Типа отпиаривает, да, это все дело. Там да, думаешь, его задача подвести не тебя под то, что типа мы с тобой братские, мы с тобой Да. всю жизнь вместе, типа я же хочу тебе добра. То есть так же, как наши родители нам, например, говорят, мы жизнь пожили, мы немножечко чуть-чуть это видели уже, и типа вот послушай, что тебе старшие говорят. А старшие жили 30 лет назад в другом мире, в другой реальности и накидывают тебе сейчас своего зажимного говнеца. А ты просто это послушаешь и просто вот посмотри, вот прям слушай, смотри, Кто тебе говорит, где он, на каком этапе, на каком успехе, что у него в жизни реализация. Слушай и смотри, вот своей головой макай ее вот так вот вверх-вниз. А он еще зачастую тебя ополчает против тех людей, которые как раз тебе желают добра. Ну вот, Например, а почему типа я против полное тебя, говно да, для да. всех? Ну, типа, для всех, но почему, скажем так, одни люди, вот посмотрите комментарии, одни люди гений, абсолютно лучшие. Это типа ты меня заменил отца и так далее. То есть какие-то вещи, люди, одна полностью делится на то, что они считают меня одним из лучших людей в их жизни, а другие меня считают полным, как бы вот, ну полностью, как будто абсолютно плохая какая-то явление в этом мире, плохой человек и так далее. То есть я тебе что плохого сделал? Послушай меня внимательно. Я тебе о чем говорю? Я говорю о том, что тебе сейчас в жизни плохо. Я тебе говорю о том, что ты должен освободиться. Я тебе подсказываю, почему тебе плохо. Я тебе показываю пути, как от этого сделать. Что я тебе сделал плохого в этой жизни? Вот просто логически поразмысли. А потом пойми, что тебе я ничего плохого не сделал. Я наоборот твой друг и союзник. А я сделал плохого против этого надсмотрщика, который над тебя вот так вот руками за шею схватил и говорит, будешь мне служить как раб.
И вот ему я враг прямой и конкурент прямой, потому что я пытаюсь из его рук тебя вырвать. И вот он тебе и ополчает, говорит, посмотри, какой он конченый, что не видишь, как он разговаривает, посмотри, какой он дерзкий, посмотри, какой он искусственный, такой. Он может любые слова подбирать. Когда в это же самое время другие люди говорят, что это наоборот искренне открытый человек. Как такое, кто прав, как такое может быть? Вот ты подумай. Как на одно и то же явление, на одно и то же видео, одни люди могут говорить вот так, другие люди говорят вот так. Тут по-любому кто-то один прав, а кто-то не прав. И так как я, получается, не только словом, а делом своей жизни это доказываю. То есть я живу так, как я говорю. Я являюсь своими знаниями, я являюсь этим свободным человеком. Это раз. Во-вторых, я на протяжении уже 10 последних лет просто стучусь в мир с тяжелейшей миссией. Я говорю просто, что старый мир, старая психология, вот этот вот старый подход, когда только через голову, абсолютно неверный. То есть ты попробуй с такую миссию вообще вытяни. Я 10 лет в одну точку, ребята. И тоже вы должны включить свою голову, что если человек фейковый, он не может держаться столько времени, не может как бы такая быть у него прекрасная репутация, не может он, то есть это как бы все какие-то люди такие мутные, они прыгают из темы в тему, потому что они вот как бы здесь какой-то хайп пошел, они взяли, здесь хайп пошел, они взяли. А я просто об одном и том же канал уже на протяжении 7 лет. И в реальности, в реальной жизни еще до этого 3 года. То есть последние 10 лет я просто целиком и полностью, моя жизнь 24/7 об этом. А у меня, знаешь, какая мысль приходила, что у людей в современном мире, как раз-таки ты вот затронул эту тему, нет индивидуальности в том плане, что кто-то делает и показывает, а потом все либо не делают ничего, либо начинают повторять то, как делает этот человек, потому что типа круто, все кажется, что это Но ты круто. имеешь в виду немножечко, только я чуть не понял, имеешь в виду такое, что на какой-нибудь ТикТок или там какой-то Инстаграм, и какой-то более свободный человек показал, например, какой-то танец или какой-то ход, да, а остальные все как и стадо у просто людей пошли. есть как бы два выбора, либо они не делают Да, вообще ничего, да, потому что они очень слабые, зажимные, не знают себя, Они либо не могут... они делают не так, как им надо, и как Не через себя, а прям напрямую типа очень круто, позорно прям и прям один к вот, одному, да, и это да, выглядит да. испанский стыд. Это просто как бы стрёмно, да? То есть, Получается, да. Нету индивидуальности, она сейчас так важна в мире. ну, я бы сказал, во-первых, смотри, во-первых, наше время настолько об индивидуальности, что это такая глобальная тема на самом деле, то есть это перекликается с вашим ребенком, это перекликается со всем, то есть индивидуальность в нынешнем наступающем мире, это гораздо важнее всего остального, это гораздо важнее образования, это гораздо важнее владения там какими-то там, не знаю, качествами, навыками и так далее. То есть человек, который индивидуальный, даже если он не является там гением, не открыл что-то, а просто он является собой, у него уже будет все в жизни хорошо. А человек, который, наоборот, зажат, забит, и пусть он даже очень сильный мастер чего-то, то получается, у него будет все равно вот этот ограниченный коридор. Потому что, например, смотри, сейчас иметь компанию успешную или какой-то банк, это менее даже выгодно и менее успешно, чем стать блогером, например, на 10 миллионов человек. Понимаешь, как бы технологии, они позволили нам теперь достичь всего. Все подделать, кроме непосредственно человеческой харизмы, души и так далее. То есть уже есть какие-то станки 3D, которые могут напечатать там дом за сутки. И теперь это все легко делается. То есть это не стоит такой ценности, сколько нельзя подделать. Ты не можешь взять какой-то гель и сделать супер крутого человека с нуля. Не можешь, потому что это только творец может. Потому что если пойти дальше вглубь, не все материальное и физическое, это как бы вся картина мира. Оно гораздо дальше, ну, давай не об этом в этом ролике. Кстати, вот говорите, ребят, если вам интересно, например, о таких вещах говорить, интересно поговорить, например, о вещах, мое мнение там, что глубже, чуть-чуть дальше этого физического мира. То есть, или вы думаете, что просто вот живу, умру и конец. То есть, ну, это очень глупо так думать, но если вам интересно послушать, например, мое мнение, я бы рассказал ту картину мира, которую я вижу, и опираясь на тот опыт жизненный, который у меня есть с клиентами и так далее. Как сюда вот подвязаны наши там планеты немножко, вот это, которая астрологию, да, все смеются, но вы путаете понятия, вы просто берете вот этот цирк, который сейчас тоже, знаешь, вот у каких-то инфо-цыган, например, есть такие вот все эти движухи, они хватают какую-то тему, начинают ее просто выжимать, опошлять и делать просто цирком. А есть в это же самое время серьезные люди, серьезная наука, в которой даже президент идет совещаться, понимаешь, в которой лидеры корпораций идут совещаться, потому что мы работаем на этих энергиях. И знать эти энергии я каждый год свой разбираю наперед. Я знаю, что будет, я знаю, куда уделить внимание. То есть это совпадает с такой точностью, что ты потом рот открываешь, думаешь, каким образом, как это так может быть? Как они могут знать, что вот в феврале у меня изменится просто настроение, пойдет в эту форму, и я встречу такого-то человека? Оно прописано, я хер его знает как, я в этом не эксперт. Я просто говорю, что оно работает так. И, соответственно, настоящая наука глубокая, она есть. Так же, как я, например, говорю про зажимы,
А если ты начнешь смотреть в YouTube, ты увидишь только цирк. Ты увидишь людей, которые говорят про напряжение. А называют они ролики блоки, зажимы и так далее. И поэтому люди думают, что типа, да я знаю про зажимы, это вот это. Нет, это нет, ты не знаешь про зажимы ничего. Посмотри на моем канале, и ты поймешь, о чем я говорю. То есть зажимы это не про то, что у тебя там болит. Настоящие зажимы, наоборот, не болят никогда. То есть ты их не чувствуешь. Это как онемевшие участки. Настоящие зажимы, они себя не показывают. Они отражаются в реальной жизни уродством. Искривлением твоего поведения, искривлением реализма, искривлением того, что ты хотел сказать, не сказал, а сделал вообще по-другому. Зажимы это про вранье себе, зажимы это про ту боль, когда у тебя есть из детства, а ты в итоге потом пытаешься это все скрыть от себя, а в жизни начинаешь искать какие-то компенсации, кривые отношения, искать всю эту маму, которая уже тебе 40 лет, она тебе нахрен не нужна, ты все ищешь вот это какое-то одобрение. Вот что такое зажимы. Кто-то мне говорит, зажимы, так это вот я знаю, сделал висцеральный массаж. Молодец, ты сделал висцеральный массаж, какое-то отношение имеет к зажимам. Висцеральный массаж это когда ты берешь свою руку, ну там мастер руку берет, и в твою брюшную полость органы массируют. Молодец, убирает напряжение, какие-то спазмы. А зажимы вообще по поверхности тела идут поверху, с ними нужно работать отдельными техниками, другими проработками головы, мыслями, настройками, другими техниками. То есть это вообще абсолютно две разные вещи. Это то же самое, что ты говоришь, машина, так я умею водить машину, потому что я ездил на велосипеде. Это разные вещи вообще, ты не умеешь ездить на машине. И тем более на Феррари, на быстрой машине. То есть на такой, которая стоит до хрена. Вот эти знания стоят до хрена. Которые могут просто в одиночку изменить все. А вы вместо этого выбираете все, что угодно, кроме этого, ходить по кругу. Лишь бы, чтобы не сделать это. А знаешь почему? Вот догадайся, Ирина, подскажи им, почему люди ходят по кругу, вместо того, чтобы просто сделать вот это здесь и сейчас? Боятся. Ну, да, понятно. Ну, типа, короче, окей. Надсмотрщик. Ну вот, конечно, то есть надсмотрщик, естественно. То есть ты как бы не хозяин Ты не хочешь выходить себе. из зоны комфорта. Да, ты Ну, не то что... Это, я не люблю вот эти все слова, которые используют, зона комфорта. Вот ты сейчас сказала, как будто человек, который вот просто вот обычный как раз человек. Смотри, получается, ты живешь в своем мире, Конечно, привычном, и конечно. так не хочется из него выйти, потому что тебе придется как бы что-то делать. Ну, они просто не понимают ценность. Когда начинают понимать ценность, идут в зажимы. Идут в зажимы. И начинают снимать. А вот вообще в целом, почему как бы вот, потому что надсмотрщик имеет над тобой власть. И потому что ты, с одной стороны, получается, надсмотрщик тебя давит, и как бы он тебе постоянно, не высовывайся, свой мирочек, он как бы ближе к телу, вот это все. И во-вторых, ты начинаешь понимать, что, ага, а когда ты вот это все уберешь, то получается, вот эти вот там, твой круг окружения улетит. Твой город, в котором ты живешь, улетит. И то есть, понимаешь, люди цепляются за вот это старое, ненужное, которое даже радости не приносит, но просто потому, что оно понятное, ясное, и ты как бы вот, ну, ссышь. Ну, я по-другому не могу подобрать слово. Ты просто ссышь. Ты готов пойти на компромисс с собой, потому что так спокойней, понятней, предсказуемей. Но в то же самое время ты мечтаешь. А ты не понимаешь, что твоя мечта, она идет за горизонтом вот этого твоего потолка, в котором ты сышь. То есть ты как бы, это парадокс, это ошибка мышления. То есть ты мечтаешь о возвышенной этой штуке, которая находится в другом диапазоне. И чтобы до нее дойти, тебе придется выйти из этого здания, тебе придется пробить этот потолок. Но ты также не понимаешь, что ты не можешь пробить этот потолок, потому что у тебя сейчас ресурса на это не хватает. А ресурса не хватает, знаешь почему? Потому что твое все тело в зажимах. А что такое зажимы? То есть это, условно говоря, напряженные участки тела, которые постоянно вот так вот возьми сейчас руки, возьми ноги напряги, возьми все тело так напряги и сиди. Сколько ты просидишь? 10 секунд? А вот представляешь, зажимы это примерно нечто такое же, только чуть-чуть в более не столь явно проявленной форме. То есть получается, вместо того, чтобы ты эту всю силу огромную и энергию направлял на то, чтобы в жизни достичь как раз своей мечты, ты ее теряешь на холостом ходу, на напряжение в теле, плюс на то, как поступить. А когда поступил, размышлять о том, стыдно это, правильно, обидно или нет. Понимаешь? То есть вместо того, чтобы вот этот 90% энергии тебе принадлежащий взять просто и направить их в свою мечту и победить, ты тратишь ее вот на такой слив. На психологический дрочь. На психологический дрочь, правильно, Ирочка. Это называется психологический дрочь. Когда тебе сначала страшно что-то сделать, а потом, когда сделал, ты начинаешь себя корить, что все-таки сделал. Стыд. И плюс еще в моменте, вот эта карусель, а потом еще в моменте ты такой перед сном, перед вечером думаешь, а если бы я бы сказал ему так, а он мне так, а я так. То есть это вообще паранойя. Это просто ты понимаешь, о чем ты делаешь? Ты говоришь, получается, воображаемый диалог, что было тогда, если бы. Это такое дно пробитое, что просто ужас. Ты даже не на будущее думаешь с кем-то, как я буду говорить, хотя бы, знаешь, хоть какая-то логика вещей, подготовка. Ты говоришь о том, что уже прошло,
если бы я сказал так, он бы мне ответил так, и я вот так. Это же ужас какой-то. Ну, тут прикинь. У меня такого вообще никогда не бывает. Раньше это все было, безусловно. То есть раньше у меня было, когда зажимы были, где-то к 20 годам, 21, я помню, я уже накопил там вот эти все обиды, там, в техникуме, когда учился, потом в армии, вот это все накопил ужасно, и то у меня мысли, у меня какие-то там месть во мне, знаешь, какая-то агрессия, типа, блин, я пойду. Мы там даже с моим каким-то товарищем бывшим там думали поехать куда-то, найти, короче, этого нашего дедушку, там его посадить в багажник, что-то отвезти на речку. То есть, прикинь, чем вместо того, чтобы строить свою жизнь, каким говном мы занимались. Потому что агрессия непрожитая. Да, он был беспредельщик, да, его нужно было покарать жестко, это как бы ничего страшного. Но его Творец покарает, если он посчитает это нужным. Ты как бы ничего страшного. Надо было либо тогда, либо уже все, забудь. Никогда не возвращайся в прошлое. И в итоге получается, смотри, как бы я занимался вот этим вот всем, вот это вот ненависть, грязь. А сейчас я над этим смеюсь. Потому что на самом деле тебе как бы мешал не вот этот человек и агрессия на него, злость, а вот те непрожитые импульсы, застрявшие в твоем теле, в которых ты возвращался и чувствовал все это заново. То есть получается не сам человек виноват, а вот то, что внутри тебя так осталась вот эта несправедливость. Выпускаешь вот эту всю штуку, все, начинаешь об этом думать как об анекдоте просто, потому что любая наша эмоция, там, неуверенность, обида, злость, месть, любое все, это всего лишь застрявшая энергия в нашем теле в виде зажима. Когда ты это выпускаешь, то оно превращается просто на уровне слов в слова. А как бы слова не имеют никакой силы. Имеют силу вот это вот импульсы, эти, энергетика застрявшая. Она как бы является агрессией. Если там нету этого бензина, то сами слова, мысли, мотивы, это просто пустое. Это как петь песню, просто воздух пускать. После сегодняшнего ролика хочется снимать. Ну, я надеюсь, что как бы вот этот вот живой формат отчасти начнет. Потому что, понимаешь, если бы ты был бы тут, если бы я тебе там часик с тобой лично поговорил, да каждый бы человек в этом мире бы стал ножи бы снимать, потому что вы просто-напросто не понимаете, что это такое. Но я не собираюсь посвящать этому жизнь, ходить, принимать, как знаешь, как Ванга, заходите, и вот такая очередь 300 человек, а вы знаете, что это работает так, вам нужно так. Конечно же, этим не буду заниматься, я говорю на массы, и меня услышит тот, кто услышит. Но вот этот формат позволяет тебе почувствовать, что вот ты как бы на месте Ирины сидишь сзади камеры, и ты смотришь на меня, и ты можешь даже задать вопрос, только не напрямую вот сейчас мне, а в комментариях. И это может стать основанием для следующего ролика, например. И то есть в любом случае сейчас я максимально вот такой, как ты видишь сейчас меня в камере, я такой в жизни. То есть вот без преувеличения, ни больше, ни меньше. То есть где-то горящий, где-то там сбивающийся, где-то вот в попыхах, потому что много эмоций, потому что я этим горю. Это и есть настоящее. Это не тот тип, который сидит такой, знаешь, и весь такой прям детальный, вычурный, прям такой, знаешь, вот контролирует маску, одел и рассказывает тебе. В нем нет жизни, в нем нет true, как то, что говорится. Вот настоящесть это вот это, когда человек просто как есть тебе в жизни, как своему знакомому товарищу просто взял и рассказал. И неужели у тебя внутри не ёкает и не открывается вот это все внутри, типа, блин, ничего себе, надо попробовать. И вот если этот отклик пошел, то самый разумный для тебя шаг и самый логичный шаг — это пойти сейчас попробовать на бесплатном курсе это все. То есть там 3 занятия по часу ты просто делаешь, тебе не нужно не вкладывать ресурсы, деньги, ничего. Ты можешь попробовать и получить результат и сказать, что это не просто вот на уровне Александр мне рассказал, а я это реально получил. И вот тогда ты будешь решать уже. Не нужны эти какие-то коты в мешке, там интриги, сюрпризы. Ты попробовал, ты получил, ты сделал. Все. И дальше ты идешь на создатель, снимаешь все зажимы, все зоны, и ты другой человек. И не нужно мне тебе тут убеждать, ты просто сделал и получил вот свою личность настоящую. Не то, что с тобой сделал социум, а тот, кто ты есть по-настоящему. Вот как я сейчас есть настоящий, а вот этот тип, который был вот это зажатый, вот это вот как бы вот несчастный, это был то, что со мной сделали. Как раз хотела спросить, сняв зажимы, ты становишься какой? Хороший вопрос. Сняв зажимы, ну вот видишь, я могу ответить так, что сняв зажимы, ты становишься настоящим. Ну а что тебе это говорит? Вот когда я тебе говорю, например, когда ты снял зажимы, ты становишься настоящим. Человек даже не знает, не знает, какой он есть настоящий. Он не понимает смысла этого слова. Для него это абсолютно бессмыслица, потому что он считает из своей точки, что он настоящий, это тот, кто он есть сейчас. И это логично, потому что, смотри, допустим, если бы ты оказалось так, что я тебя закрыл бы в какой-нибудь локации, например, прикинь, в пустыне Сахары я тебя закрыл. Да. Ты просто вот живешь в километра 2 на 2 и видишь только песок, пустыню, раскаленный песок, жару, иногда верблюдов, какая-то пальма, это все, что ты видишь. Я говорю, ты знаешь, какой мир настоящий? Ты говоришь, ну да, вот он. Я говорю, нет, прикинь, вот тут вот пальмы, здесь моря, океаны, здесь небо, голубое облачка, здесь вот так вот все, радуга. Что тебе это дает? Ты этих слов вообще не понимаешь. Я воздух сотрясаю просто это все. Так и вот ты сформирован был в системе,
в которой, да, ты недоволен собой, ты чувствуешь, тебе больно, неприятно, ты не любишь какие-то там свои изображения в социуме, не любишь какие-то фотки свои. То есть у тебя есть какой-то бунт против того, что ты имеешь. Ты понимаешь, что ты не можешь подойти к девушке, которую хочешь, ты понимаешь, что ты живешь не ту жизнь, которую хочешь, ты это ощущаешь на уровне боли и недовольства. Но ты не понимаешь, что значит быть настоящим и что это есть следствие зажимов. Ты просто это говоришь, у меня нет денег, потому что я не могу найти себя. Вот так ты говоришь. У тебя нет денег, потому что я не знаю, чем мне заниматься. А я тебе говорю такой вопрос, смотри. Ты не знаешь, почему заниматься. Знаешь почему? Потому что ты не знаешь, кто ты такой. Логично ведь, потому что ты не знаешь, чем заниматься. Значит, ты не знаешь, кто ты непосредственно. Если мы дальше начнем раскручивать, а почему ты не знаешь, кто ты такой? Ведь это же как бы и есть ты. Я знаю. Любой человек, который снял зажимы, знает. А ты не знаешь. Знаешь почему? Потому что внутри тебя живут мотивы. А. Надсмотрщика, который тебе говорит, не высовывайся, ты никто, куда, ты человек маленький. Б. Слова и вот этот образ, вдалбленный тебе мамой, папой, вообще какие-то давления именно реальное, социумное сейчас. То есть ты, например, говоришь, я хочу попробовать в монтаж там пойти, я хочу там открыть какой-то свой YouTube-канал. А тебе говорят, какой канал? Иди на завод, то есть иди там в офис, деньги надо зарабатывать, будь серьезным человеком. И вот ты под этим прессингом всего-всего ты не можешь, потому что тебя давят, душат, убивают. А тебе не хватает внутренней силы, стержня, потому что тебе не на что опереться, чтобы сказать, вы что, охерели? Это моя жизнь, вы что мне тут вообще рассказываете? Как это сказал бы я и любой человек внутренней свободы. Почему это скрывают, почему об этом не говорят? Потому что ты не можешь такими людьми, как я, управлять вообще никак. Мне не нужно слушать, что мне будет говорить человек и объяснять, как это что. Я говорю, вам не нужно, вы можете помолчать. Включите мне камеру, я все сам знаю прекрасно, я все сам сейчас это дело проанализирую. То есть понимаешь, что такое человек свободный, у него есть свое, голова, мысли, глаза. Ему не нужно мнение других, авторитетов, ему не нужно ничего. Он понимает ответ и все, и чувствует напрямую этот мир. А ты видишь как бы мир через посредников всегда. Тебе нужен какой-то человек, который скажет, да, можно, теперь поехали. И ты такой, да, теперь я пойду. И именно поэтому, кстати, вы не идете на зажимы, потому что это не говорит система. Вот типа не сказала, ребята, а вы знали, короче, да, мы ошибались, извините, мы лоханулись, нет никакой психологии вот в классическом понимании, и психика без тела не существует. Извините нас, давайте снимать зажимы. Вот когда так скажут, вы сразу же это все и переобуетесь мигом и придете. Но дело в том, что так система не скажет, потому что потеряет контроль над вами. Поэтому так не скажут вообще никогда. То есть это будет всячески всегда отодвигаться, всегда, даже когда они в итоге признают, потому что это станет уже, ну, прям нельзя скрывать, они будут делать тайтовые вещи, лайтовые вещи. Не дай бог там синячок появится, не дай бог там слезинка упадет где-то. Надо делать в рамках комфортно, не нужно давить на человека. То есть как они вот это вот все делают, да? То есть надо, чтобы человек получил удовольствие в процессе. Ну и будут тебе вот так вот типа по головке гладить, и ты такой думаешь, да, я расту и так далее. В то время как настоящий рост всегда это про правду. А правда всегда это столкновение с реальностью. А столкновение с реальностью это всегда некая турбулентность, такая в мыслях, в жизни, во всем, пересмотр всего. То есть это куча всплывает всего, что у тебя было в жизни. Гора эмоций, гора всего. Ты как пружина выстреливаешь. Из рабского состояния даже тебя по первости переводит в состояние, я бы сказал бы, такое подростковое, неадекватного. И поэтому я всегда людям на создателей говорю, ребята, вы не перебарщивайте. То есть потому что то, как вы начинаете себя вести, типа море по колено, типа я теперь их всех заткну, это позор. То есть это не то, к чему я вас учу, и не то, что есть свободный человек. Это просто получается, прикиньте, вы были как бы затюканы, и тут вы типа подняли крылья, и теперь начинаете, ты что, охренел мне такое говори, да вы кто такие, я такой. То есть есть такие, знаешь, побочный эффект на первых порах у некоторых людей, не у всех, у процентов 20 и только короткий срок. После чего, если он идет по моему, как бы, вот программе, которую я даю, в том числе, допустим, у меня есть создатель 1, где я снимаю зажимы, а дальше создатель 2, это, то есть, проект, в котором я, как человек, который прошел это, имею опыт, понимание и даю какие шаги, как вам теперь строить, будучи новой, свободной личность. Потому что вы освободились от старого плохого, но вы как бы, прикинь, как будто вот машину дали, а как чуть водить не понимаете. То есть это не то, что я вам говорю, как по жизни себя вести, я вам говорю, в какое состоянии вы оказываетесь, что вы чувствуете, почему. Как правильно, как эффективней. То есть вот эти вот вещи все. Ну и, соответственно, как бы дальше человек уже начинает становиться на новые рельсы,
и достигает того, что он именно хочет по жизни. Кстати, я вспомнила, мне снился сон. Какой? Александр, мне снился сон, как по телевизору показывали, как была женщина, а-ля психолог, и у нее был, типа, вот человек, пациент, женщина, и в этот момент женщина такая напрягается, что-то там, какую-то историю, то ли плачет, а та ей говорит, ты видишь, в этот момент у тебя напрягается тут сбоку, давай я тебя прощипаю. То есть, как будто То есть это как будет в будущем, да? Да, это как будто бы вот Ничего как себе. уже зажимы, потом, то есть, я хотела тебе сказать, Александр, смотри, они уже начинают это делать. Вот это Ну, так слушай, было может быть, круто. это, кстати, не за горами на самом деле, потому что, ну, как-то я сказал бы так, ну, Слушай, это было в очень лацовой версии, не такой, как у нас. Ну, но как это я было ж про то- приятно, я ж что про то, оно да. начинает в эту я ж про сторону то и говорю, двигаться, что да. в нашей версии это не будет никогда. Есть, понимаешь, есть андеграунд, есть Да. попса. То есть есть, например, в музыке то, что слушают дурачки, Мгм, их миллионы, да, а есть то, что слушают ценители, их тысячи. да. Вот то же самое будет и тут. То есть Но есть в любом эксклюзив, случае, да. есть это, да, есть качественные бренды, где ручной хендмейд, есть масс-маркет. Вот точно так же это будет отличаться, но они вынуждены Это будут, 100% в любом они, случае будет они завязано вынуждены на будут тело. признать Да. в любом случае, и будут именно так, как ты сказала, они именно будут говорить нежно, тайтово, вот типа вы понимаете, посмотрите, почувствуйте здесь, Вот этот что вы бачок. ощущаете, ага, здесь, а если мы немножечко так надаем, как вы сейчас, вот так будет это все. Вот так это будет. Я В видела то время прямо как, конечно, это мысли. неправильно и должно Да, быть да, совершенно да. не так, то есть это детский Да, сад, да, да. но это будет хотя бы вот таким образом, это будет уже вперед, потому что, прикинь, степень стыда, как я говорю, как вот вам не стыдно, вот, кстати, психологи, если вы меня смотрите, как вам не стыдно смотреть людям в глаза и говорить о том, что вот вы как бы вообще помогаете, когда вы просто делаете ментальный дрочь, то есть вы, условно говоря, игнорируете целый пласт всего, что и есть, создает эти импульсы, вы просто смотрите в монитор, то есть в психику, и говорите, что тут неправильно. А оно неправильно, потому что оно туда уже пришло неправильно. Вы понимаете это? То есть вы понимаете, что занимаетесь какой-то глупостью. Типа бабки заносят за сеансы все равно вообще. Почему не апгрейднуться, почему не выйти на новый уровень и получать и деньги в 10 раз больше, и помогать в 10 раз больше? Я вот это не могу понять. Или все-таки узколобость, вот эта вот квадратная голова, которую вам закинули в университете, все, и вы как бы только дальше этого не видите. Да, они пока не знают. просто. Ну а подумать, что, например, вам закинули в голову там Фрейда, да, вам закинули в Юнга какого-то, вам закинули там, не знаю, даже того же Райха, если, да, закинули. Так это что были кто, инопланетяне или кто? Или это были все-таки люди, которые жили 150 лет назад? 150 лет назад. Вы что, на конях бегаете, почту голубиную, что ли, ловите? Нет, вы живете в современном мире. Какого хрена тогда вы используете технологии 150-летней давности? Почему вы не открыты к опыту вашего современника? Просто потому что что? Потому что мне молодой я или что? Или потому что типа современник, а там раньше были люди умнее или почему? Или типа как дискриминация, наверное, может быть по такому признаку, что он типа русскоязычный, а там умные немцы были как бы. Ну, я не понимаю эту дискриминацию. Почему люди не понимают, что сейчас тоже могут быть гениальные люди в своей сфере? Или потому что, типа, вы хотите увидеть прям какую-то вот эту вот диссертацию, какие-то вот эти вещи по научным каким-то правилам. Так это неинтересно, мир другой стал. Никто это не будет делать. Это уже просто, все эти академики нынешние, это просто административный персонал. Это не про ученых. Настоящие ученые, будь они бы учеными, мы бы не жили 70 лет в застое научном, понимаешь? То есть это все скатилось в какой-то цирк один сплошной. И настоящие прорывы, настоящие открытия, вот таких вот индивидуальных личностей, как у меня, которые этому не просто работа, не просто деньги, бизнес, а жизнь вся 24/7 в этом. И все. Меня не интересует никто. Я не икшаюсь ни с кем. Я не коллаборируюсь ни с кем. Я не вступаю ни в какие там партии, не вступаю ни в какие там союзы, ни в какие там профсоюзы. Ничего. Зачем мне? Я сам самодостаточная единица, которая открывает и наоткрывала больше, чем вы, все вместе взятых. Это, кстати, логично, потому что я как катер открыл и поплыл. А вам нужно, чтобы что-то открыть, согласовать, 10 лет прошло, выдвинул там на каком-то совещании, обсудили, забраковали, дальше пошло. Вот эти все вещи происходят. Ну и окей, это как бы официальная игра. Так играйте, будьте умнее, играйте неофициальную игру тоже. Типа понимаете, что, ага, нифига себе, они тут гонят по старой шизе, а тут парень настоящие вещи открыл. Пользуйтесь просто то, что открыто настоящее, а интегрируйте это просто в свои подходы, да и все. Какая разница, главное, чтобы человек в итоге получил результат. А как вы это назовете, это уже разницы не имеет. В общем, короче, ребят, и так мы тут наговорили на час. Я считаю, что тот, кто вот горит, кто чувствует, слышит,
вперед, вперед, я дал вот телеграм-канал, изменить жизнь, нажимаете, заходите туда, подписывайтесь, просто даже в телеграм-канале там интересно, пишите свои вопросы здесь, потому что на основании их будет следующее видео. Я теперь какое-то время хочу вот такие форматы, где я доношу, где я живой, где я с вами, где я вот это все объясняю, потому что миру требуется не просто какой-то ролик, в котором я даю знания, а требуется масштабная картина, сочетание жизни, как оно в жизни, как оно в различных сферах и как оно вот реально по-настоящему. Поэтому моя задача и миссия сосредоточиться на этом, будить вот так вот всех, мастеров, не мастеров, новичков, всех подряд, до тех пор, пока не проснется глобальная часть людей и уже система сама не подстроится и не как бы начнет играть по другим правилам. Будьте здоровы, берегите себя, пока.